Peter. Итак, первое послание Петра. The title is taken from the author. Название книги взято от имени автора. And the author is Peter. И автор апостол Петр. The recipients. Получатели. Let's read 1 verse 1. Давайте прочитаем первую главу, первый стих. Первая глава, первый стих. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Where are these provinces? Где находятся эти провинции? What modern country? Какая современная страна? Турция. Turkey. Okay, right. And it says that they are aliens. И также сказано, что они пришельцы. So what does that tell you? Что это вам говорит? Беженцы. Exiles. Евреи, скажем, кто России. It's probably the Jews who have been spread out during the persecutions. Okay. Период гонений. So mostly Jews who have been persecuted and they've gone all over to try to get a place to live peacefully and get work and be able to live their lives. В основном это были евреи, которые подверглись гонениям, и они покинули Иерусалим и попытались найти себе место, где они могли жить, работать, ну и найти работу и жить, скажем так, чтобы обеспечивать себя. Okay. Theme. Тема. 4.1 main premise. Первое. И 4.1 главная тема, главная идея. God's grace in suffering. Божья благодать в страданиях. Главная тема первого послания Петра. Божья благодать в страданиях. These people were familiar with suffering. They suffered where their home was, and now they're suffering in foreign lands. Эти люди были хорошо знакомы со страданием. Они страдали у себя дома, и теперь они страдают на чужбине, на чужой стране. Grace is a familiar word in the book of 1 Peter. И благодать это очень знакомое familiar. Well, it's used frequently. Да, благодать очень часто слово это употребляется в 1 Петра. Слово благодать очень часто употребляется в первом послании Петра. Peter himself underwent a lot of suffering. И сам Петр перенес немало страданий. He was not in prison when he wrote this letter, but he was when he wrote 2 Peter. Он еще не был в тюрьме, когда он писал это послание, но он уже, вот второе послание Петра он писал как раз таки из тюрьмы. Он не был в тюрьме, когда писал первое послание, а второе послание писал уже из тюрьмы. But Peter saw that persecutions were increasing, and so he's talking about God's grace in the face of these persecutions. Но Петр увидел, что гонения усиливаются, и он написал послание о Божьей благодати, которая помогает преодолеть, встретить эти испытания, встретить эти гонения. Time of the events and history of the period. Пункт 5. Время событий, история периода. Nero. We need to erase some things here, I think. Nero started a lot of persecution of Christians in 64.
Нерон начал сильное гонение христиан в 64 году. В 64 году Нерон начал серьезные гонения на христиан. And let's look at 4:12. И давайте посмотрим на 4 главу, 12 стих. Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, немов би чужому випадку для вас. Okay, the fiery trial is extreme persecution. The word fire is used here. И вот это слово огненного искушения, это очень серьезное гонение, экстремальное. Именно здесь слово огонь используется. And so from Rome came the order that Christians were not allowed to have their churches, their services. They were not allowed to worship. И из Рима пришел приказ, что христианам запрещалось собираться вместе на служение, фактически им запрещалось поклоняться. And Peter knew that this would get worse, and so he's telling believers that God's grace is sufficient. И Петр знал, что дальше будет еще хуже, и он написал письмо верующим, убеждая их, что Божьей благодати достаточно. So 6, where and when written? 6 пункт. Время и место событий. Время и место написания. Probably just before 64. Время и место написания приблизительно около 64 года нашей эры. This is when the extreme persecution starts, and so he is warning against that. И в 64 году началось очень серьезное и жестокое гонение, и Петр предупреждает церковь о нем. Из Иерусалима пишет? Is he writing from Jerusalem? Let's go to 5:13. Давайте откроем 5 главу, 13 стих. Приветствует вас избранная, подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой. Okay. And then read 12. И также прочитайте 12 стих, пожалуйста. Кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая, свидетельствуя, что это истинная благодать Божья, в которой вы стоите. So if we're to take 13 literally, И если мы принимаем 13 стих буквально, this would be written from Babylon. то это было написано из Вавилона. Now, from verse 13 and from verse 12, we see that Silas was there with him, as was John Mark. Из 12-13 стиха мы видим, что рядом с Петром находятся Сила и Иоанн Марк. Now, we know that Silas and John Mark had been with Paul from time to time. И мы также знаем, что Сила и Иоанн Марк временами бывали также в компании апостола Павла. Paul's focus was west, not east, to Babylon. И стратегическим фокусом Павла был запад, а не восток, то есть туда, в Вавилон. So was Peter talking about Babylon, or is this, some say it was a code for Rome?
Babylon would be a place of heathen worship, was he really calling Rome Babylon? То есть говорит ли вопрос, то есть здесь, говорит ли Петр о буквальном Вавилоне, о буквальном городе Вавилоне, который там на востоке, или он использует Вавилон как бы кодовое название Рима? То есть он как бы, ну говоря Вавилон, он подразумевает Рим. So arguing for literal Babylon is that if it can be taken literally, we generally take it literally. Ну, аргумент за то, чтобы, ну, буквально Вавилон, да, это, ну, вообще, ну, буквально толкование. Если написано буквально, значит, так мы его и толкуем. But on the other hand, there's no record of Mark, Silas, Peter going east to Babylon. Нет никаких письменных свидетельств того, чтобы Петр, Сила и Марк ходили на восток в Вавилон. То есть это тот Сила, который был с Павлом, ну, еще во время его последнего пришествия в Риме, да? Either the same Silas that was with Paul during his last mission trip. I think so. Да, я так говорю. That's the only one we hear about, and he writes like people would know who it was. Ну, это единственное с таким именем, кого мы знаем, и Петр пишет, ну, так, скажем так, фамильярно, что, ну, как будто, ну, подразумевается, что этого человека знают. So I wish I could say it was definitely Babylon or it was definitely Rome. I wish I could say that. Ну, я бы хотел, конечно, сказать и иметь такую возможность, что точно знаю, что это или Вавилон, или Рим. But I think, to me, if I had to choose, I'd say Rome. Но для меня лично, если бы я мог выбирать, я бы выбрал Рим все-таки. Do any of you have an opinion on that? Есть ли у кого-то из вас, ну, своя точка зрения? Если основываться на том, что с 12 стиха, что он написал это с помощью Силы, а Сила был в Риме, вполне логично становится, что это Рим. So if we, on the basis of verse 12, if he wrote it with the assistance of Silas, Silas was mostly in Rome, so it seems like reasonable that that was written really in Rome. Yeah. А есть исторические сведения о том, что Вавилон — это псевдоним Рима? Do we have some historic hints or some historic precedents that Rome is called as Babylon? Yes. Да, у нас есть такие прецеденты. Это возможно. Okay. So I'll leave that. Я оставлю это. Outline. План книги. Reading in 1, 1 and 2. Приветствие. 1 глава, 1-2 стих. Point 2. Salvation of the believer by grace. Спасение верующего по благодати. 1 глава с 13 по 12 стих. Спасение верующего по благодати. And then, this is phase 1, by the way. И это, ну, вообще говоря, фаза 1. Now phase 2. Итак, фаза 2 начинается с 13 стиха. Sanctification of the believer by grace. Освящение верующего по благодати. С 1 глава 13 стих до 2 главы 12 стих. Освящение верующего по благодати. And there are some subpoints under this.
И есть здесь подпункты вот в этом разделе освящения, ну или в третьем разделе плана. Be holy. Во-первых, да, будьте святы. 1 глава с 13 по 21 стих. Love one another. Второе. Любите друг друга. Первая глава с 22 по 25 стих. Desire pure milk. Третье. Желайте чистого молока. These newborn babes desire the milk of the word that you Ну, make. возлюбите, или как буквально, да, возлюбите чистое молоко. Spiritual sacrifices. Далее. Духовные жертвы. 2 глава с 4 по 10 стих. Abstain from fleshly lusts. Далее. Удаляться или уклоняться. Уклонение от плотских похотей. 2 глава 11-12 стих. Уклонение от плотских похотей. Next is submission. Четвертый пункт плана – это подчинение. Со 2 главы 13 стих до 3 главы 12 стих. Submission to government, business, marriage, and in all of life. И 4 подпункта, опять же, подчинение по отношению к властям, подчинение в бизнесе, подчинение в браке и подчинение вообще по жизни. Next one is suffering. То есть подчинение властям, в бизнесе, в браке и вообще. Далее тема, 5 пункт, страдания. 3 глава 13 стих по 4 главу 19 стих. So a lot of verses. И да, там много стихов. And then minister in grace. И далее служение в благодати. Okay, now what we're going to do is go through the doctrines. Хорошо. Что мы сделаем сейчас? Мы пройдем через доктрины. Or at least some of the doctrines. Ну, по крайней мере, некоторые из них. Okay. And the first one is spiritual blessings. И первая доктрина – это духовное благословение. Или, точнее, духовные благословения. And that's in chapter 1, 3 through 5. Это в первой главе с 3 по 5 стих. I'd like to have somebody read that. И я бы хотел, чтобы кто-то прочитал. Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, по своей великой милости Он, благодаря воскресению Иисуса Христа из мертвых, дал нам новую жизнь и жить в живой надежде. Он дал нам нетленное, неоскверненное и неувидаемое наследие. Оно хранится в небесах для вас, через веру защищенных Божьей силой для спасения, которое готово явиться в последнее время. So we have an inheritance which will not fade away. Итак, у нас есть наследство, которое никуда от нас не денется, не исчезнет. I take this inheritance to be different from rewards. И я бы это наследство или наследие отличал от награды, Because rewards can be lost. потому что награда может быть утеряна. But this inheritance is preserved for us. Но вот это наследство, оно хранится для нас, сохраняется для нас.
God has he says He's preparing a place for us to live. Господь сказал, что Он приготовил для нас обители, место для жизни. That's part of the inheritance. That's John 14, 1 and 2. И это 14 глава Иоанна, 1-2 стих. И это часть нашего наследства. So we'll be with Christ. That will not fade away. И мы будем вечно с Христом, и это тоже никуда не уйдет. So we look forward to that. That's our hope. И мы взираем вперед на это, и это наша надежда. The next one is spiritual growth. Следующая доктрина – это духовный рост. Chapter 2, verses 1 and 2. 2 глава, 1-2 стих. Отож, відходіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всяке Бог. І немного нарушення мовляти, ждайте щирого духовного молока, щоб не виростати вам на Ісусі. Okay. I like this verse. Like newborn babes long for the pure milk of the word. И мне нравятся вот эти слова, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. It doesn't say long for the milk of the word while you're a babe in Christ. While you're a baby in Christ. Тут не написано стремитесь к молоку, пока вы еще младенец во Христе. I think this is given to all of us. И я думаю, что это повеление для всех нас. So we should have a desire for the Word of God just like a newborn baby desires milk. И нам нужна такая вот любовь и желание к Слову Божьему, как у младенца новорожденного желание и любовь к молоку. So I had a lady in my home group one time that said that when she first became a believer, she could hardly wait to get home after work to start reading the Bible. У меня на домашней группе, которую я веду, есть одна женщина, она рассказывала, что когда она вот только-только уверовала, она не могла дождаться, когда же она придет домой и там сможет дома читать Библию. Have you ever had that experience? У вас был подобный опыт? Yes. Я поначалу вообще не могла читать. In the beginning, I wasn't able to read. I cannot. Could not. Засыпала постоянно. I just got sleepy. Okay. She says. А потом нет. А потом что? Потом все тянулось. And then I became more and more involved in this. Anyway, this lady said, but in the last few years, I still read the Bible, but not that much, and it's not so exciting to me. И я вот в последние годы, я продолжаю читать мою Библию, но это уже не так много читаю, и не настолько оно вдохновляющее для меня, и не настолько оно меня так зажигает. Well, that's a problem. И это проблема. We should always desire the milk of the Word. Нам нужно всегда желать, хотеть вот этого словесного молока. And Peter's reminding us of that. И Петр нам об этом напоминает. Okay. Now, the next one is the church in 2 through 10, or 4 through 10. Следующий пункт – это церковь. 2 глава с 4 по 10 стих. Read that. Прочитайте, пожалуйста. Приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. Ти самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, що приносите жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні. Ось кладу я на Сіоні каменя, вибраного наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде посоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує в коштовність, а для тих,
хто не вірує. Камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем. І камінь спотикання, і скеля спокуси, і об нього вони спотикаються, і не вірячи слову, на що й призначені були. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, що звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Okay. It's talking about the church in 9. You have, there are 4 things mentioned here. First, a chosen race. И он здесь говорит о церкви, и вот в стихе 9 несколько вещей. Во-первых, он говорит о роде избранном. Do you have something like that? Chosen race, yes. Okay. And then second, a royal priesthood. Ну или даже избранный народ, можно сказать. Второе – это царственное священство. Do you have that? Yes, we have. Okay. What's it? And a royal priesthood, that means royalty plus priest. Those were separate offices in the Old Testament. So we have kings and priests together. Yeah. Но вообще говоря, вот царственное священство это как цари плюс священники, потому что вообще в Ветхом Завете эти должности были разделены. Or kings, priests. I mean, not kings. Priest, prophets. No. Princes. Были цари, были князья. And so, in the Old Testament, you know, the king didn't do sacrifices, Okay. and the priest was not ruling. Да, вы знаете, что в Ветхом Завете, например, царь не приносил жертвы, а священник не правил. But Christ brought those 2 offices together. Но Христос две этих должности соединил в одну. Он свел их в одну. Who else brought those 2 offices together? И кто еще эти две должности свел в одну? Мелхиседек. Yes, Melchizedek. Да, бинго, Мелхиседек. You know, David did a little bit, but Melchizedek was fully priest and fully king. Да, Давид действительно там немножко приносил жертвы, но вот Мелхиседек был полностью царь и полностью священник. And we in the church are royalty and priests. И мы в церкви, мы одновременно и цари, и священники. And God desires that we will reign with Him in the millennium. И желание Бога в том, чтобы мы правили с Ним в тысячелетнем царстве. Okay. And then the next one is, where am I now? Preaches holy nation. И далее сказано о святом народе. And then a people for God's own possession. И также о людях, взятых в удел. For the purpose of what? А с какой целью взятые в удел? Чтобы возвещать совершенство, призвавшего. To proclaim the perfections of the one who called you. It's literal from Singal. I'll just tell you now. Его слава. So to glorify Him, to bring Him glory. Well, what does this say? To proclaim. The perfections in literal in Russian. Українському інтересно. Люд власності Божої. Excellences, yeah, also good. Okay. Yeah, in Ukrainian, that's the people of God's own possession. Yeah. It fits. So we're to proclaim this, how He took us out of darkness into His marvelous light. Yeah, that's Okay, good. that's Okay. So that's the church. это церковь.
chosen race, royal priesthood, holy nation, people for God's own possession. Род, вот эта церковь, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. The next doctrine, И следующая доктрина. government authority. Подчинение властям. Who's the emperor? Кто император? Нейрон. Yes. Нерон. Okay, so let's see what Peter says about Nero. И давайте почитаем, что Петр пишет о Нероне 13 through 17. с 13 по 17 стих. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа. Все люди, как верховной власти, правителя ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. До 17. Как свободны, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. So this becomes a very important passage when you have a situation like we had in Ukraine over the last year. И вот этот отрывок стал особенно важным и актуальным, когда становится особенно важным и актуальным, когда у вас события, подобные тем, что в Украине происходили, в конце прошлого года и весь текущий. What can you do as a believer? What can you not do as a believer? Что вы как верующий можете и что как вы как верующий не можете делать? Мы можем молиться. We're not going to answer that question right now. Но вообще мы сейчас, наверное, не будем этот вопрос обсуждать. Because the discussion could be really hot. Yes. Да, потому что вопрос может, так сказать, дискуссия может быть горячей. And the worst thing would be for somebody from the outside like me to give me advice. И худшее, что может сделать посторонний человек, как я здесь с вами, это давать мне какие-то советы. Submission in business. Далее Петр говорит о подчинении в бизнесе. 18 through 25. С 18 по 25 стих. Вторая глава с 18 по 25 стих. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что же похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в Его устах. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его мы исцелились. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Okay. Comment on verse 20. So do you want them to comment? Yes. Прокомментируйте, пожалуйста, стих 20. Богу угодно, если мы терпим наказание за добрые поступки, а не за плохие. God is pleased if we suffer or we are persecuted for good things, but not for bad things, Okay. for sins. Yeah. And sometimes, when you work, you have sometimes good bosses and sometimes bad bosses. И когда вы работаете на своих работах, иногда вам попадаются хорошие начальники,
а иногда и жестковатые. And if you react with patience when you have a bad boss, it's a testimony to others. И когда вы отвечаете, реагируете с терпением на такого сурового, плохого босса, то тогда это сильное свидетельство окружающих. My interpreter when I first came for several years was Margaret. Oh yeah. Переводчиком вот на этом месте первые несколько лет, когда я приезжал, была Natasha knows her. Маргарита. Marguerite. She went during Soviet times. She worked in, I think, in a library. В советское время она трудилась в библиотеке, насколько я помню. And she had another person working there who just had a whole different attitude from most of the people working. И рядом с ней работал еще один человек, у которого у этого человека было совершенно другое отношение ко всем окружающим коллегам. And eventually she found out that he was a Christian. И неожиданно для себя Маргарет Yeah. Маргарита обнаружила, что этот человек was it a man or a lady? It was a man. Да, что этот человек, мужчина, что он, оказывается, был христианином. And I don't remember the whole story, but anyway, she became a Christian because of the way that he acted in front of a lot of problems. Ну, и так или иначе, но Маргарита также стала христианкой, наблюдая, как этот человек реагирует на то, что происходило вокруг него, а в основном это было много проблем. She is a dear lady, but is now with the Lord, so she's a lot better off. Она была прекрасной сестрой, она сейчас уже с Господом, и там ей намного лучше. Okay. Submission in marriage. Подчинение в браке. 3:1-8. 3 глава с 1 по 8 стих. And then the next doctrine is getting along with people in church. И следующая доктрина – это взаимоотношения с людьми в церкви. Взаимоотношения людей в церкви. А можно вопрос? 8-12. Это 3 глава с 8 по 12 стих. Катя has a question. Okay. Подчинение в браке. So, submission in marriage. Ну, вот на практике. Practically. What? Как вы это понимаете? Это же не то, что вот как муж сказал, вот так должно быть, и финиш, и все. То есть это, как это на практике? Это просто последнее слово остается за ним, но это все там какие-то вопросы обговариваются. Подчинение во всем, кроме греха. И тому подобное. Просто мы сейчас... How do you understand and especially how do you practice submission in marriage? Or maybe how your wife practices. For the wife? Yeah. So it doesn't mean that so you are just always directive and she doing what you said, or you just have a last word in decisions, or do you во всем, кроме греха. so or is she submit to you in everything except of sin, or so how it practically should work, how it practically works for you. Okay. Если Библия трактуется неправильно, как можно подчиняться? So if the Bible interpreted incorrectly, inaccurately, how could godly lady obey or submit to ungodly interpretation? Я не понял, что значит если. Например, я не знаю. So, то есть если муж неправильно Да, трактует Библию, говорит, смотри, тут так написано, вы должны делать так, вы должны делать так. Я говорю, тут так не написано. то есть не написано касательно подчинения или чего-то еще? Вообще, чего-то другого. So if, for example, husband want wife to do something which is
seem to be sinful according to, and he based his action on a wrong interpretation of Bible. So what should lady do in this situation? Should she obey him? Should she argue with him about the right interpretation, etc., etc.? Well, if he tells her to sin, the Bible says not to sin. She is not to sin. Но если он ее понуждает к греху, то Библия говорит не грешить, и поэтому не надо грешить. But outside of that, she is to be submissive to her husband. Но если об этом речь не идет, то тогда она должна повиноваться. And to the believing husband in 7, he says, live with your wife in an understanding way. Верующим мужьям в 7 стихе сказано: обращайтесь благоразумно с женами. So husbands are not to be little Hitlers that are directing their wives. They not have to be Hitlers. Little Hitlers, yes. Да, то есть мужьям не надо быть диктаторами и Гитлерами в отношении своих жен. It's easy for a wife to be submissive if her husband is understanding. И очень легко жене быть послушной, если ее муж благоразумен. Well, this is a big subject. И это очень большая тема. I mean, you have situations where the husband is a believer and the wife is an unbeliever. И бывают же ситуации, когда муж верующий, а жена неверующая. And vice versa. И наоборот. But this says, in the same way, you wives be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by behavior, their wives. And so this is a situation where the husband is either not a believer or he's a believer that's out of fellowship. Но и опять же, в первом стихе здесь описана ситуация, когда муж, он либо неверующий совсем, либо верующий, но который, скажем так, отпал от общения церкви. There are probably millions of believing women that are in that situation. И миллионы верующих женщин, христианок находятся в таких ситуациях. And I don't know what to say other than what it says in verse 2. И, я думаю, что вот тут все в 1-2 стихе сказано. Повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Some men will respond to that and some will not. Ну и опять же, некоторые мужчины ответят на это, некоторые нет. And that's really difficult for the woman. И это очень трудно для женщин. But God's grace is sufficient for her. Но Божьей благодати для нее достаточно. All right? God's grace is sufficient. Божьей благодати достаточно. Okay, here's a fun one. Confined angels. Is it the verse? 19 through... А вот, так сказать, уже немножко повеселее отрывочек. Это уже духи, которые заключены в темнице. 19 and 20. Это стихи 19 и 20. Yeah, read it. Яким він і духам, що в в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, яких Боже довготерпіння чекало за Ноєвих днів, коли будувався ковчег, що в ньому мало, цебто 8 душ спаслось від води. Okay, and let's go to 2 Peter 2. Давайте сейчас 2 Петра откроем. And
read verses 4 and 5. И прочитаем стихи 4 и 5. Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связал узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но в 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. And Jude 6. И Иуды 6, пожалуйста. Иуды 6. Ну, понятно, главы Ну нет. да. Иуды стих 6. И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили свои жилища, он содержит в вечных цепях во тьме на суд великого дня. And then go to Genesis 6. И давайте откроем сейчас Бытие, 6 главу. Бытие, 6 глава. And read 1 through 4. И давайте прочитаем с 1 по 6 стих. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки. І побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали. І промовив Господь: не буде мій дух перейматися в людині навіки, бо плодить вона. Вона тіло, і дні їй будуть 120 днів. З тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, вони їх народжували. То були силачі, що славні від віку. І бачив Господь, що вони розбещені людина на землі. І весь нахил думки серця її, тільки зло, повсякденно. І пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своєму. So God created the heavens and the earth, Итак, Бог создал небо и землю. created angels, Создал ангелов, created man, человека. and eventually got to Noah. И вот мы вот здесь сейчас во времена Ноя находимся. And it says here in Genesis 6 that the sons of God saw that the daughters of men were beautiful. И написано во 2 стихе, что сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые. Sons of God are angels in the Bible. И сыны Божии в Библии это указание на ангелов. And so there were these angels that had fell that were with Satan. И вот это вот те падшие ангелы, которые находились под руководством сатаны. And they cohabited with women and created a super race. И они, совокупляясь с женщинами, создали вот эту суперрасу. Called Nephilim in verse 4. И они, которые назывались исполины. And God judged these evil people with a flood. И Бог осудил этих злых людей потопом. So you had these superhumans and humans, they all died. И мы видим, что и вот эти, как сверхчеловеки, и просто люди, они все умерли. And these, the unbelievers went to Sheol. И все вот эти неверующие, они попали в Шеол. And these others went to a place called Torments or Tartarus. Tremendous Tartarus. Yeah, they were chained, put in chains, it says. Others, it's And these angels. angels. So Angels, this angels who had sinned. seed of angels, or angels. Angels. Значит, вот эти вот, все, кто жили, попали в Шеол, а те, кто, ангелы, которые согрешили таким образом, That was a passage in 1 Peter, we just это вот то, что мы из 1 Петра видим, что они попали вот в это место заключения, в темницу, где оказались закованными. В темнице там ангелы, там не исполины и не люди. Люди исполины все в Шеоле, а вот эти ангелы,
они в специальном карцере. So after that, Christ comes to earth and he was died, buried, and resurrected. И после этого Христос пришел на землю, умер, был погребен, воскрес, Holy Spirit came down. We have the church age. и Дух Святой сошел на землю, и начался век церкви, We have the rapture и будет еще восхищение, and then the tribulation великая скорбь, and the millennium. тысячелетнее царство. And then at the end of the millennium, И вот в конце тысячелетнего царства Satan is thrown into the lake of fire. Сатана будет брошен в озеро огненное. Prepared for the devil and his angels. Озеро огненное, которое приготовлено дьяволу и его ангелам. These angels end up there. И вот эти ангелы закончат свое жалкое существование в этом озере огненном. And there's a great white throne, and the unbelievers end up here. И потом будет большой белый престол, и неверующие отправятся туда же. So you have Satan and his angels. Итак, у вас в огненном озере есть сатана, его ангелы, The false prophet and the Antichrist, лжепророк, антихрист, and these guys that have been incarcerated since the flood. и также вот эти товарищи, которые в кутузке еще со времен Ноя. So, Нашел. 2 Peter, Jude, So what about Sheol? 1 Peter, show. What about Sheol? He also be there? Sheol has two parts. В Шеоле две части. There's Abraham's bosom, Лона Авраамова, and these believers end up тут верующие, in heaven. и их маршрут на небесах. These guys go up to the great white throne. А эти товарищи туда, к Белому престолу, They're judged for their deeds, осуждаются там за свои дела, and they don't measure up, и не проходят ни по каким меркам, so they get down here too. и отправляются в озеро Огненное в теплую компанию. So Sheol is empty. И Шеол таким образом опустошен. Ну, мы же говорили недавно о том, что о Шеоле ничего не упоминается в Новом Завете. So we talked we talked with you not so many times before that Sheol would be, and there's no any mentions of Sheol in New Testament. Ну, в отношении, что души сейчас, но верующих, они сразу идут на небеса. So you told us that souls of believers now are just without any stops are going to heaven. Да, неверующие. But, No. but understand, Sheol is the Hebrew word. Но Шеол, поймите, это еврейское слово. Hades is the Greek word. Гадес – это греческое слово. And unbelievers go to Hades. И неверующие идут в Гадес. Believers go to be with the Lord. А верующие сразу к Господу. In the church age. Во время церкви, в век церкви. And unbelievers that die go to hell. There's Sheol. А неверующие, которые умерли, они идут вот, в ад или как в Шеол. It's the same place, just one's Hebrew word, one's Greek. Ну, это одно и то же место, просто одно слово еврейское, Шеол, а второе греческое. Ну, Шеол от озера Огненного отличается качественно. So, but Sheol is different from lake of fire. Yes. By quality of life. Probably. Да. Получается, на основании этого православные католические церкви производят такие обряды, как отмоление, отпевание. So, is Orthodox and Catholic Church use this doctrine for some customs, like singing for this dead, or singing for the benefit of this dead, or just praying for this? I don't know anything about it.
Я об этом не знаю. I don't know what they believe. Ну, неверующие люди в Шеоле мучаются так же, как и в озере Огненном. So, but is suffering is in Sheol are the same as in a lake of fire, or they less? Well, Luke 16. Луки 16. Мучаются. Remember what he said? Помнишь, как он там сказал? Умочите. Drop of water. It won't be better here, that's for sure. Ну, и там, скорее всего, ну, там на 100% лучше не будет.